Ленинский проспект получает свой респект, но не за то, что есть, а за то, что раньше было. Если вы смотрите это видео, значит вы сейчас увидите и услышите со слов владельца, что такое трещина, как называется этот узел. Я даже точно не знаю, чашка, может, опора амортизатора. То есть то место, куда крепится уже опора амортизатора к кузову. Угу. То есть под капотом мы видим вот такой вот узел. И вот здесь вот при внимательном рассмотрении мы видим вот здесь вот ржавчина и трещина. Наверное, вот так вот даже вот так все-таки не будет видно. Ну, вот она есть, здесь трещина. При нажатии на противоположную сторону здесь становится как бы больше. Вот, наверное, видно, да? И это все под герметиком. И вот там дальше в глубине тоже вся ржавчина. Ржавчина может появиться, если только горелась краска до металла. Ну и, соответственно, это означает, что там потрескалось все. Как думаешь, из-за чего это все произошло? Я даже не знаю, может, в свое время как-то битая была, может, из-за того, что в проставке были установлены больше давления. Ну тоже, если бы она все нормально было, такого не произошло. То есть при наезде почему-то левым колесом, например, на дорожного полицейского, происходит скрип. То есть это, ну, видно, кузов расшатывается и скрипит по всему салону, так непонятно. То есть в итоге вчера вот обнаружили эту трещину. И сколько тебе предложили в автосервисе за решение этого вопроса? 15 тысяч рублей. Чтобы заварить, да? Да, заварить. Но они при этом ничего не вскрывали, еще сами не смотрели. Нет. Смотрели, что где трещина. Тогда я предлагаю отодрать этот весь герметик отверткой. Давайте посмотрим. И давай посмотрим. Угу. Вот отодрав герметик, везде тут подчистив, все вот здесь вот добравшись до соединения двух деталей контактной сваркой, и вот там вот, покачав немножко машину, мы увидим, что здесь никаких проблем-то в общем-то и нет. Так, здесь у нас просто две детали. При раскачивании люфт тут не увеличивается. То есть здесь все в порядке. Просто отошел вот здесь герметик и оторвался вместе с грунтовкой, обнажив металл. И со временем сюда попадает влага, немножко подржавело все это дело. В любом случае требовалось вмешательство, но никаких трещин или отделения одной детали от другой, вот этой вот крышки стакана, например, да, амортизатора, здесь ничего такого нет. Таким образом, здесь мы наблюдаем просто классическую картину. Приезжает владелец машины в автосервис, говорит: вы знаете, тут у меня что-то скрипит, скрип, и есть у меня подозрение, что здесь что-то не так. Они смотрят, покачали, отходит герметик от этого, от кузова. О, у вас там трещина. При этом даже ничего там сами не отдирали, не смотрели. Можем заварить. Ой, а сколько это будет стоить? Ну, стоить это будет 15 тысяч рублей. Для справки, например, весь сварочный аппарат, полуавтомат, стоит 15 тысяч рублей. Вот такие вот цены, вот такие вот работники автосервиса. Готовы при первом же удобном случае навешать лапшу на уши, взять деньги за работу, которая не нужна, выполнить ее. Ну, конечно, здесь подварить хуже-то не будет, правильно? Вот. Только скрип-то никуда не денется. Скрипит там что-то внутри, какие-то резинки и прочие резинотехнические детали этого амортизатора. Вот.
И владелец будет дальше думать, ой, а почему скрипит, а может еще где-то, а давайте тут еще что-то поменяем, давайте, еще 15 тысяч, ну вот и так далее. Вот так они и живут, работники автосервисов, даже если это и по знакомству, ничего не меняется. Ленинский проспект получает свой респект, но не за то, что есть, а за то, что раньше было. Ленинский проспект имеет свой респект, и все это в нас то, что память сохранила. Ленинский проспект получает свой респект, но не за то, что есть, а за то, что раньше было. Ленинский проспект имеет свой респект, и все это в нас то, что память сохранила. Ленинский проспект получает свой респект.